Царствие Небесное. Сколько правды в фильме об обороне Иерусалима. Фильм о героической обороне Иерусалима от войск Саладина побил рекорд по числу исторических вольностей и откровенных неточностей. Шикарная картинка, батальные сцены и неплохая актерская игра не способны затмить уж слишком явные перекосы в сторону авторской фантазии. Какие же главные ошибки фильма? Начнем с того, что Готфрид Бульонский, хотя и был прославленным рыцарем, но участвовал еще в Первом крестовом походе и на момент описываемых действий уже не мог принимать участие в событиях. Королева Сибила не могла ездить верхом в таких, вызывающе восточных нарядах, к тому же среди общества крестоносцев. Конструкция седла не предусматривала посадку женщин, да и это не одобрялось. Кроме того, она была горячо привязана к своему мужу Ги де Лузиньяну и не испытывала никаких чувств к Балиану. Хотя в фильме разыгрывается прямо противоположная ситуация любви королевы и юного Балиана в пику недалекому мужу. Королева была верна своему выбору всю жизнь. Не покинула она мужа и после того, как Иерусалим пал, и они отправились в ссылку на Кипр. Тем не менее, она могла выйти замуж за брата Балиана задолго до осады, но чтобы воспрепятствовать этому, спешно сочеталась браком с любимым ею Ги. Сам Ги де Лузиньян был не только более сдержан к мусульманам, чем его персонаж, а даже напротив, всячески избегал кровопролития и пытался предотвратить войну всему силами, так как приобретение им короны было игрой случайных факторов, война же гарантированно отняла бы у него трон, которым он весьма дорожил. Его фигура в фильме выставлена комично и нелепо, в то время, как он был весьма талантливым полководцем и руководителем, что показала осада Акры, которой руководил Ги. Воины Саладина были разбиты тамплиерами и обращены в бегство, благодаря умелому командованию, однако, начав грабить обозы, они пропустили контратаку и сами понесли большие потери, в чем уже нет вины полководца. Но при этом его упорное желание избежать войны часто выглядело как трусость, в чем его стали упрекать, а длительная осторожность и пассивность не позволила сделать запасы воды крестоносцам, а также провести разведку и подготовку к битве при Хатине, отчего крестоносцы потерпели поражение. Нелепая и глупая ошибка. Это стало концом его карьеры и авторитета в глазах воинства, однако сцена с катанием пленного и покрытого позором Ги на осле – вымысел автора. После прибытия Ричарда Львиное Сердце в Святую Землю, Ги де Лузиньян стал фигурой второго порядка. Собственно, лишь Рене де Шантильон достоверно показан в фильме, как ярый сторонник военного крыла и один из инициаторов столкновения с Саладином, убийца его родной сестры. Он не слышал призывы Ги не чинить убийств и грабежей мусульман, смеялся над их обычаями, но логично объяснял это 15-ми годами в плену у неверных, которые не привили ему теплых чувств. Он прекрасно знал арабский язык, что давало ему преимущество в переговорах, но неоднократно нарушал свои клятвы не нападать на мусульман, одну из которых он героически хранил аж целых 3 года. В конце концов, Рене стал предводителем партии войны, которую и спровоцировал. Ги не общался с ним, устав читать морали и увещевания, но и не имел власти воспрепятствовать его действиям силой. В битве при Хотине он снова попал в плен, вместе с другими героями осады Иерусалима. Рейнальд де Шантильон действительно погиб от руки Саладина, или совершив безнадежную глупость, или скорее желая смерти, чем еще одного плена и потому пойдя на обострение. Впрочем, ему лишь дать милости от брата убитой им женщины. По легенде, Рене был убит Саладином, сказав тому, что легко убил бы его, если бы они поменялись ролями в плену, после чего предводитель мавров отрубил ему голову, а затем провел на лбу Рене кровяную линию пальцем, в знак того, что месть совершена по курдским обычаям. Голову Ринальда еще долго возили по исламским городам, как важный трофей. Оба названных героя не являлись тамплиерами, и тем более Ги де Лузиньян не был магистром ордена. Однако фильм во всем обвиняет орден храмовников и делает отрицательных персонажей его членами. Балиан де Ибелин действительно был в плену у Саладина, попав туда после битвы при Хотине. Однако на тот момент он уже был зрелым мужчиной, старше 40 лет,
к тому же имевшим двоих родных братьев среди защитников крепости. А уж никак не красавцем юноши из глухой французской деревни. Защитником Иерусалима он стал скорее по долгу службы, так как изначально планировал уйти из города, о чем просил Саладина пустить его в Иерусалим, чтобы взять семьи и покинуть его. Тот разрешил, но Балиан не вернулся назад и был привлечен к руководству защитой. И, конечно же, он не был безродным кузнецом. Балиан происходил из аристократии, имел титул барона и некоторые, хотя и отдаленные перспективы на трон Иерусалимского королевства, которые, впрочем, не сбылись. Саладина на самом деле звали Юсуф, имя которым называют его в фильме это прозвище, означающее «столб веры», которое произносится лишь в полной форме Салах ад-Дин аль-Аюби. Он был наемником в 3 поколениях, курдского, а не арабского происхождения, по словам современников, обладал феноменальной памятью, цитировал поэтов и греческих философов и к войне был склонен куда менее, чем к религии. Но удивительная судьба вознесла Юсуфа к вершинам и дала в руки меч, чтобы покарать неверных, остановить завоевание крестоносцев и остаться в истории христиан и мусульман, как образец великого правителя, полководца и благородного человека, по душевным качествам. Битва при Хатине изображена недостоверно. Саладин осадил замок Тиверию, где оставалась графиня Ишивия Триполитанская, которая прислала послание с мольбой о помощи. Послание Саладин благополучно пропустил, ожидая, что франки бросятся на помощь, как положено рыцарям, и потеряют преимущество своих стен. Расчет оправдался. Войско франков во главе с де Лузиньяном выступило в знойный день, без запасов воды и не успело дойти до источника, до встречи с врагом. Остановившись в местах рога Хатина, где изобиловал сухой кустарник, крестоносцы решили немного отдохнуть, но люди Саладина уже были рядом и подожгли растения. В едком дыму и гаре измученные крестоносцы узрели войско мавров. Они выстроились напротив франков и демонстративно осушали и выливали на себя кувшины с водой. Ситуация была критической, франки решаются атаковать, и вдруг 3 французских рыцаря внезапно предали свое войско и переметнулись к Саладину. Они сообщили все необходимые данные о своей бывшей армии, и тот тоже решил атаковать в лоб. Беда не приходит одна, и франки оказались в безвыходном положении. Изможденная пехота франков отказалась идти в бой и забралась на вершину холма, чтобы уйти с линии огня сарацин. Оставшаяся часть рыцарей начала бесславную атаку на врага, итог которой хорошо показан в фильме. Клещи, окружение, разгром. Тамплиеры и госпитальеры понесли огромные потери, святой животворящий крест оказался в руках врага, защищать Иерусалим стало некому. Осада Иерусалима была мало похожа на ту, что показано в фильме. Гористый рельеф сильно отличался от киношной пустыни, и использование осадных машин Саладином имело куда меньший масштаб. Город не пал в результате военной осады, а был сдан после длительных переговоров и угроз. Саладин обещал сохранить привилегии знати, если защитники сложат оружие, но угрожал, что возьмет город любой ценой и так же кроваво, как тот был взят крестоносцами ранее. Балиан отвечал, что на такие обещания он готов разрушить все христианские и исламские святыни и убить всех мусульман. Саладин оценил угрозу и запросил плату за каждого христианина, кроме самых знатных, а тех, кто не сможет заплатить, он продаст в рабство. Балиан согласился и готов был заплатить за самых нуждающихся из денег госпитальеров. Однако их уже обещали наемникам, которые сражались в битве при Хотине. Балиан несколько раз договаривался о снижении цены выкупа, на что не согласился пойти Саладин, из-за этого переговоры затянулись еще на 2 месяца. В итоге, жителям дали месяц на сбор средств, Балиан и Ираклий потратили свои деньги на выкуп нуждающихся, а затем брат Саладина отпустил 3000 жителей, а затем уже и сам султан отпустил без выкупа пожилых людей. Король Болдуин действительно был болен проказой, в 14 лет его учителя фехтования обратили внимание, что он почти не чувствует боли, первый признак лепры. В 16 лет король Болдуин одержал победу над Саладином, но болезнь была уже явной. К 24 годам, когда идет действие фильма,
Король был уже не способен передвигаться и тем более играть в шахматы, как в сцене с Балианом. Ну и, конечно же, костюмы. От античности до позднего средневековья и от шлемов викингов до монгольских доспехов. Все это в избытке присутствует в фильме. Если вам понравилось видео, ставьте лайк и подписывайтесь на канал.